Привет, ребят! Сейчас март 2025 года, а значит пора посмотреть и немного подробнее разобрать результаты ребят из годовой группы и подвести несколько важных промежуточных итогов по процессу восстановления позвоночника. Также в конце видео я объясню, почему такие результаты лично я не могу назвать даже на 50% завершенными. Так, давайте смотреть по порядку. И первый случай – это S-образный сколиоз. Давайте посмотрим вот отсюда. Вот, на рентгене видно. Раз, два, раз дуга, два дуга. И здесь ниже не видно, в поясницу заходит, это третья дуга. И поэтому я здесь написал, что это один из самых сложных случаев для работы. Почему? Потому что каждый раз, когда нам нужно поработать с одним из уровней, например, с нижним уровнем, мы выполняем какие-то определенные действия, и эти действия не нравятся следующему уровню, и он может немножко травмироваться, немножко повреждаться. Соответственно, здесь действительно идет такая очень ювелирная работа. Нужно рассчитывать каждое движение до миллиметра, в буквальном смысле до миллиметра. Здесь я показывал, что вот так пришел человек с таким искривлением. Мы прогнозировали полгода минимум до определенных каких-то визуальных изменений, не говоря о всех внутренних изменениях. Но вот так получилось сделать у нас дугу, явно уменьшилось, если видно, вот здесь, допустим, можно увидеть, насколько пошло уменьшение по дуге и здесь. Это был результат за 3 месяца. К сегодняшнему дню прошел примерно год уже. И давайте посмотрим. Честно, даже я сам не ожидал такого результата, что так может получиться именно в визуальном плане. Да, я сразу говорил, что, понятное дело, организм получит определенную долю облегчения от перегрузов, потому что мы будем равнять и укреплять каждый отдел, но то, что у нас линию получится выровнять на позвоночнике, я не был уверен до конца. После таких результатов становится понятно, что все возможно, просто это дело времени и очень точного подхода. Здесь я сразу помечаю, да, как бы красиво это все не выглядело, на деле еще очень много работы, например, да, из-за восстановления средней дуги, вот этой, самое большое искривление, чуть-чуть съехала лопатка. Видно, да, что лопатка была вот на этом уровне, сейчас она съехала вот сюда. И поэтому нам сейчас еще предстоит очень много работы, помимо того, что очень много работы с тазом осталось. Если здесь еще немножечко подробнее вернуться, могу добавить, что случай это сложен тем, что здесь позвоночник не просто в S-образной форме, то есть он не просто идет буквой S, так сказать, змейкой, он еще, вот здесь очень четко видно, он еще завернут вот так в правую сторону. То есть нижняя часть позвоночника, она не просто искривлена, она еще подвернута по часовой стрелке на какой-то определенный тоже градус. И это очень сильно усложняет работу. Без укрепления это все может в ближайшее время без действия вернуться в свое старое положение. Да. Поэтому этот результат нам еще очень важно закрепить. Следующий случай у парня здесь был, и есть, кифоз Шейермана-Мау. То есть был очень сильный горб из-за того, что после скачка роста мышцы как бы остались на 1,50 м, а рост почти стал 1,90 м, за очень короткое время. Как и в любых случаях кифоза Шейермана-Мау, который как бы не может объяснить до конца происхождение медицины, я это объясняю лично скачком роста и неуспеванием адаптации мышц адаптироваться под этот рост. То есть растет скелет, растут кости, все, руки, ноги, тело, все вытягивается, а мышцы не успевают. Мышцы остаются как были по длине мышцы остаются на том уровне, как это было там на 1,50 м, допустим, роста у подростка. И, соответственно, они были на 1,50 м ему подходящими, а на 1,90 м они становятся на пределе своих возможностей. И если человек ничем не занимается в этот момент, то они просто станут такими перетянутыми, слабыми, атрофированными, а в какой-то момент начнут просто стягивать все сверху вниз. Им нужно как будто собраться обратно под старый рост, но тело не позволяет, и происходит вот этот вот конфликт. То есть это очень легко исправляется регулярной правильной растяжкой в правильном возрасте. То есть как только есть скачок роста, происходит либо в момент него растяжка, либо вот после.
но правильной растяжкой у нас редко вообще кто занимается и где. Соответственно, очень много случаев кифоза Шейрмана-Мау сейчас присутствует. Ко мне очень много людей обращались, и у всех очень схожая картина того, что вырос горб, образуются грыжи, протрузии вот здесь, снизу горба, вот здесь, в поясничном отделе, потому что вот эта вся траектория, это вот как S-образный, это сколиоз, а вот если кифоз был бы такой S-образный, то это вот очень похоже. В этой плоскости кифоз Шейрмана-Мау, он делает вот такую дугу, только в обратной плоскости. Помимо кифоза Шейрмана-Мау присутствует также сколиоз S-образный, C-образный сколиоз и перекос таза. Перекос таза достаточно сильный. Причем перекос таза, там еще выползли дальше следующие подводные камни. Этот таз еще очень сильно закрыт. Он изначально не было развито полное движение в тазу. Как следствие, потом мы пришли, что у парня изначально не развилась стопа. Точнее сказать, стопы развились лишь там на 60% своего движения. Не учитывая плоскостопие, мы именно говорим про проворот стопы, амортизацию внешней стороны стопы. Все это стало причинами именно вот такого следствия. Плюс парень так же, как и я в свое время, вот буквально вот здесь, вот в это время работал грузчиком, ну и сильно повредил свою спину именно в этот период. Что мы видим здесь на второй фотографии? Мы уже подошли к определенному этапу развития подвижности, выпрямления, то есть горб начал понемножечку прятаться на свое, так сказать, вовнутрь позвоночника. Но на самом деле он не прячется, он разминается и становится меньше. Да, забыл сказать, что здесь как раз тот самый случай, который современная медицина, и очень много хейта прилетает мне в личку за то, что я обманываю и ввожу людей в заблуждение, что клиновидные измененные позвонки невозможно исправить. Ну, точнее сказать, кифоз, когда он уже имеет сплющенные клиновидные позвонки, его невозможно исправить. Только операция его поправит. Ну, посмотрите как бы на результат работы за 1 год, и я скажу, что мы пока не можем наверняка подтвердить, что это все исправляется на какие-то там 100%, но то, что это исправляется на 80, на 90%, и, во-первых, исправляется, и позиция осанки и всего тела можно улучшить, и это нужно делать, потому что в 20 лет быть таким кривым и с болями – это достаточно сложно, потому что дальше будет только хуже. Потому что в большинстве случаев такого искривления, оно таким становится после 40. То есть были искривления какие-то, которые не приносили никакого неудобства, потом они там до 40 держатся, потом в 40 начинает болеть спина, и до 50 ты мучаешься, в 50 начинаешь уже там лечиться. Это не тот случай, это тот случай, когда в подростковом возрасте у тебя уже начинает болеть спина, а в 20 лет ты уже разваливаешься. И у многих сейчас именно такая ситуация наблюдается. Соответственно, да, мы не подтверждаем, что клиновидные позвонки полностью вылечиваются, но то, что состояние спины улучшается при любом состоянии позвонков, неважно, изменились они или нет, это факт. С такой спиной человеку будет жить гораздо легче, чем с такой спиной. Это тоже факт. То, что у такой спины будет гораздо меньше дальнейших каких-то деградационных процессов, я думаю, это тоже факт. Но еще посмотрим, потому что мы, говорю, как и в любом другом случае, здесь только прошли 50% от намеченного пути. Сейчас этот результат, я могу назвать, что он закреплен, но вот этот результат, ну и тот, который будет после него, он еще не закреплен, поэтому все еще здесь тоже впереди. Так, идем дальше. Следующий случай. Да, здесь я описал немножко. Может показаться, что это не очень сильный сколиоз, но в данном случае он, как мы выяснили, с рождения. И это полностью меняет суть проблемы. Если сколиоз развивается в подростковом возрасте и позже, то это мало влияет на внутренние органы, так как они уже сформированы, и больше вызывает какой-то дискомфорт или максимум какие-то боли. Но если он с рождения, то верхнее искривление мешает развиваться легким, и поэтому у человека могут быть как проблемы с дыханием, так и с положениями, в которых можно лежать, спать. Плюс нижнее искривление повлияло на развитие таза, из-за чего поясничный лордоз был сильно сглажен и неподвижен, а вместо него верхняя часть поясницы уходила в сильный гиперлордоз,
Да, это как раз таки вот тот случай, когда и гиперлордоз, и сглаженный лордоз, они одновременно. То есть снизу это сглаженный лордоз, а сверху развивается гиперлордоз. Давайте вот посмотрим. Вот на скриншоте это, скорее всего, немножко отзеркаленное изображение рентгена, но суть в том, что вот это искривление мы подтвердили, ну, пока никто не может это не подтвердить на 100%, как не опровергнуть, что вот это искривление в грудном отделе, оно такое, видите, очень острое, очень резкое, раз и раз так идет. Оно с рождения. А это уже, как обычный C-образный развивающийся сколиоз. То есть это не то же самое, что S-образный или E-образный сколиоз. Скорее всего так. Так вот, помимо того, что тут, конечно, не влезает, да, полная картинка, наверное, у человека вот эта часть всегда была сильно перегружена, и это плечо было значительно выше, чем вот это. Но это как бы не самое главное. Самое важное в этой всей истории то, что изначально это приносило огромное количество дискомфорта. Вот человек пишет, что спать на боку невозможно, болит грудной отдел, тяжело держать спину ровно. Когда выпрямляю плечи, раскрываю грудную клетку, дышать становится еще тяжелее, чем когда сутулюсь. Заметна разница уровней ребер. Одна выпирает сильнее, еще боль в пояснице во время месячных. Ну, в общем, да, это вызывает также очень большое количество дискомфорта. Возраст там 20-22 года, например. Ну да, скругленность плеч, то есть это все мелочи, скругленные плечи и так далее. Вот как бы точное описание, почему вот это плохо. Не потому что это выглядит плохо, потому что это приносит огромное количество жизненного дискомфорта человеку. Вот. И так, давайте посмотрим. Вот у нас была точка Б промежуточная, фотографий нету, к сожалению, но там особо нечего и смотреть было, да. Когда лежу на боку, ребра практически не болят. Легче дышать с ровной спиной, разница между ребрами на грудной клетке немного сравнялась. В первый день месячных поясница практически не болит. Выяснили, что мне сложно поднимать руки вверх. Через 2 недели занятий это стало даваться гораздо легче. Тяжело дышать, когда вишу на турнике. В целом на турнике могу висеть по 10-15 секунд. Легче стоять в общественном транспорте. Спина начинает ныть не сразу, а через 10-15 минут, и дышать легче. Заметила, что когда сижу за столом, поднимаю плечи вверх. Так, ну и, собственно, результат. Это фото 27 февраля в прошлом месяце. Ощущение в теле разница большая с тем, что было в самом начале, и состояние достаточно постоянное. Непостоянные результаты в некоторых упражнениях, которые мы когда-то делали, убрали из комплекса и вернули, но думаю, это нормально для мышц. Точка Б. Подворот таза начал появляться, и на боку, и на спине могу спать. Раньше только на животе. Но опять же, да, если посмотреть, то визуально результат заметен в выравнивании плеч. Здесь гораздо важнее, что человек в первую очередь получил некое облегчение и большее количество возможностей в том, как спать, как дышать и так далее. Например, если здесь говорить о том, что предстоит еще сделать, так это то, что да, сейчас по-прежнему поднимать руки вверх сложно. Это опять же потому, что сколиоз, скорее всего, с рождения, поэтому он напрямую влияет на легкие и на дыхание. Именно вот это верхнее искривление. Соответственно, да, мы очень осторожно сейчас будем подбирать дальше позиции для того, как развивать виз и позиции с поднятыми руками наверх, но это через турник делается. Дальше будем смотреть, как бы я уже говорил, что здесь можно пробовать. Несмотря на то, что искривление как бы с рождения, мы попробовали применять различные манипуляции, оно очень сложно поддается каким-то, скорее всего, изменениям. Мы не делали еще повторно опять там ни рентген, ни МРТ, это будет опять уже в середине лета. Но здесь по программе как бы у нас опционально сейчас два варианта. Либо мы полностью приступаем к этапу укрепления данного результата, начинаем к процессу создания нового мышечного каркаса под вот эту осанку. Либо мы откладываем это на неопределенный срок и продолжаем стараться приводить состояние вот этих искривлений в более ровное положение. Опять же, да, мы пока не делали здесь промежуточный рентген или МРТ, мы не знаем, насколько эта сейчас картина изменилась или не изменилась. Так, идем дальше. Так, следующий промежуточный результат. У парня был сглаженный лордоз и грыжа поясничного отдела, небольшой кифосколиоз
сильное нарушение шейного лордоза. Думаю, здесь это очень четко видно. Чаще всего такой комплект получается из-за нестабильности мышц тела и сидячей работы. И все это в потенциале очень быстро прогрессирует в дальнейшее ухудшение каждого участка. Итак, на сегодняшний день я здесь пишу, что нам удалось избавиться от боли и всяческих дискомфортов на 95%, улучшить осанку благодаря работе с ногами и тазом, стабилизировать мышцы шеи, что существенно снизило перегруз с верхнего отдела позвоночника. И вот, да, это скриншоты из заключения этого парня, то есть была межпозвоночная грыжа и нарушение шейного отдела. Как мне кажется, что вот этот артроз шейного отдела, там тоже, скорее всего, уже были какие-то, начинались воспалительные процессы, потому что очень сильно было искривление. Поэтому, да, здесь мы очень много работали с шейным отделом и продолжаем работать, еще также очень много работы с шейным отделом. Но в любом случае, если посмотреть, да, на то, как человек мог выпрямиться, здесь он выпрямлялся. Даже здесь на промежуточном результате видно, насколько тяжело все равно держать спину. Вот. А сейчас это тоже очень промежуточный результат. Почему? Потому что пока эта позиция осанки стала доступна, да, но она все еще недоступна, так сказать, 24/7. Если человек сейчас может так выпрямляться, это прекрасно, боли прекратились прекрасно, но опять же это все нужно очень долго еще укреплять, чтобы этот результат сохранился, потому что если был сидячая работа, сидячая работа всегда продолжается. И опять же, всегда велик шанс, что что-то снова вернется на свои прежние места, а нам не нужно этого, потому что мы не хотим ни в коем случае обнулять какую-то часть работы, какого-то результата. Мы хотим это все закрепить, чтобы это было постоянно. И давайте посмотрим последний на сегодня случай. Это опять еще второй случай длительного кифоза Шейрмана-Мао, но в отличие от первого случая, где парню было 20 лет, в этом случае человеку 33. Здесь нет его фотографий в полный рост, поэтому рассмотрим в будущем когда-то, когда мы придем к какому-то более постоянному результату. Но, тем не менее, здесь я хотел очень отдельно рассмотреть то, как наш позвоночник адаптируется к нашему, так сказать, образу жизни или к нашим искривлениям. То есть, смотрите, когда у человека гиперлордоз, когда у человека сильный кифоз Шейрмана-Мао, то есть горб, то при наклоне вот эта часть вся спины, то есть 50% спины, оно не будет участвовать вообще, оно будет просто механически пытаться сгибаться, что-то цельное и неподвижное. А кифоз, горб, он мало того, что он мог вот до сюда сгибаться, это максимум, он будет пересгибаться на 300%, и иллюзорно человеку будет казаться, что он совершает прямой наклон. Но на самом деле это не так. И это очень распространенная проблема. Люди не умеют двигать участками своей спины или пользоваться спиной правильно, так как это было природно задумано, исключительно из-за того, что в какой-то период жизни что-то произошло, и они не обратили на это внимания. Но это опять же не приговор, это очень легко поправляется развитием подвижности и растяжкой. И посмотрите здесь на результат, который нам удалось добиться буквально за месяц. То есть человек научился двигать спиной, посмотрите, и здесь изгиб, и здесь изгиб, и здесь изгиб. То есть это все эти три участка, они все дают цельный такой равномерный изгиб. И посмотрите, кифоз, то и горб, он как будто остался, просто он теперь не имеет необходимости делать работу за этот участок. Поэтому теперь, наклоняясь, человека получается задействовать всю спину, а не только ее верхнюю часть, где есть горб, где есть привычка. Опять же, да, это очень промежуточный результат. Этот парень вообще пришел не в годовую группу со всеми в начале 24 года, а в конце 24 года, чуть ли не под Новый год. Соответственно, этот результат, он занимался всего лишь 2-3 месяца. И опять же, да, верите, кто не понимает, как это происходит. И такой результат мы получили благодаря последовательной растяжке 80% от общей нагрузки.
И далее, развивая подвижность позвоночника, 20% от общей нагрузки. Далее у нас по плану укрепить мышцы кора, чтобы он держал гиперлордоз, то есть вот этот результат. И развивать стягивающие мышцы. И это мы даже не начали работу над кифозом и сколиозом. Понятно, что здесь мы работали только с ногами, только с тазом и только с гиперлордозом. Но тут гиперлордоз не видно, просто потому что позиция такая, но как бы потом я покажу, что у парня ну, такой же, как в первом случае, был сильный горб и сильный гиперлордоз. Гиперлордоз здесь настолько, что есть, да, здесь появилась такая линия перпендикулярно позвоночнику из-за прогиба вперед в пояснице. Ну и отзыв, давайте послушаем. Я начал чувствовать свою спину, начал чувствовать мышцы, начал чувствовать вообще, как бы, где я люблю себя, начал замечать, я начал ощущать вот этот момент, что у меня мозг начал срабатывать, он начал быть связан с этими мышцами, которые всю жизнь были мне очень подпольны, я никогда их даже не ощущал. Это очень круто. Я наконец-то понял за эти полгода, что мне нужно делать, как мне нужно ходить, как мне нужно стоять, спать, лежать, не знаю, короче, вот что, какие мышцы мне там нужно, какие мышцы нужно управлять, чтобы моя спина приобрела нормальный вид, потому что я всегда думал, что это просто, что вот все, как бы ты кривая, сначала мне даже как бы этот клубок начать обратно разматывать, и я все больше и больше начинаю понимать, где, в каких моментах, узелок за узелком. Я понимаю, что я понимаю, где я, например, выравнивая гиперлордоз на нормальное состояние, как вот, напрягая еще верхние мышцы живота при этом, да, то есть я понимаю, что я тут выпрямляю, но мне при этом еще нужно и горб как бы тоже выпрямить. Но если я выпрямляю сильно горб, то я ухожу в гиперлордоз. Тут как бы это такой забавный момент, что мне нужно как бы там держать, а там, короче, выпрямлять. И это не так просто. Это вообще не просто. Почему? Опять же, повторюсь, здесь мы только работали с ногами и немножечко с поясницей. И получили такие как бы улучшения и в сколиозе, и в кифозе. Как сказать, побочным эффектом. Но мы не начинали работать здесь ни с кифозом, ни со сколиозом. Да. Соответственно, вот комментарий человека, который он говорит в конце, что я научился двигать отделами позвоночника, я научился понимать вообще, что и как нужно вообще стоять в пространстве, чтобы не быть там сильно кривым. Но, да, замечает, что когда пытается контролировать гиперлордоз, что является компенсацией, ну, компенсаторным как бы кифоза Шейермана-Мао позиции, увеличивается наклон в грудном отделе. Соответственно, если он будет думать только о грудном отделе, он будет снова уходить в гиперлордоз. Это вот обратная сторона, почему я говорю, что эти случаи, именно кифоза Шейермана-Мао и S-образного сколиоза, они интересно похожи друг с другом, просто они в абсолютно разных как бы плоскостях существуют и по сути как бы не имеют вообще ничего общего. Но по структуре и потому, как у человека это отзывается в жизни, очень похоже, что работая с одним участком, ты не можешь понять, как второй тебе законтролирует, потому что оно вот такой формы. Да, поэтому здесь еще также очень много работы нам предстоит, очень много развивать дальнейшую подвижность в области горба, научиться полностью его прятать, накачать хорошо пресс и мышцы кора, чтобы это все помогало держать гиперлордоз, научиться двигать тело в каких-то определенных жизненных ситуациях, не прибегая к вот этим старым привычкам, потому что этим привычкам уже больше 20 лет. Так, и теперь можем сделать несколько промежуточных выводов. В среднем у ребят 18-35 лет прогресс идет с одинаковой скоростью, и за год реально добиться таких результатов даже с очень сильными искривлениями. Но опять же здесь работать нужно интенсивно. Все эти ребята, которые получили такой результат, они занимались практически весь год без пропуска, каждый день. Можно ли получить результат быстрее, ведь в соцсетях так много результатов, которые выглядят также через несколько недель, а не год. Здесь я отвечу, что и да, и нет, но больше нет, потому что я тоже могу взять человека, поставить его в сложную позу компенсации и заставить так стоять часами. Также поработать на его позиции сна и так далее, только для того, чтобы через 2 недели сделать красивую фотографию, как у него выпрямился позвоночник, ну или как ровнее стала у него выглядеть спина. Но это будет, во-первых, временным, и через несколько дней или недель это все вернется обратно, в обратное состояние. Второе, и это самое главное, что никто из нас не живет жизнь в статике. Поэтому любое восстановление должно идти через движение, а не через статику. Если мы научимся выглядеть ровными, стоять ровно, но не научимся ходить, бегать или совершать какую-то повседневную бытовую рутину, у каждого она своя, то какой тогда в этом смысл? Записал несколько меток, что мы точно знаем, исходя из этого опыта, что S-образный сколиоз хоть и сложно, но поддается восстановлению. Было несколько случаев, кто обращался за консультацией после такой операции,
Как вы знаете, это единственный способ исправления S-образного сколиоза в современной медицине. Так вот, как и в большинстве случаев, такие операции не приносили полного облегчения и удовлетворения, так как причины искривления и образования S-образной дуги не были устранены. Боли и дискомфорт продолжаются в той или иной форме. Это тоже предполагает длительного процесса восстановления, то есть реабилитации после такой операции. Кифоз с клиновидными позвонками как минимум можно сильно улучшить. Я не утверждаю, что мы получим стопроцентный результат, но ведь гораздо хуже позволить им деградировать дальше и отращивать горб. Если вам так нравится, хейтерам, имею в виду, и неверующим, что с кифозом Шейермана Мау и клиновидными позвонками также нужно активно работать, еще более активно, чем с обычным каким-то искривлением в грудном отделе. И если вам так нравится идея с операцией, так никто же вас не отговаривает. Я предлагаю альтернативное решение всем и каждому, причем большинство это берут просто бесплатно, просматривая и выполняя упражнения с YouTube канала. Что грыжи и протрузии нуждается в срочном изменении среды для их успокоения. А это именно тот самый важнейший шаг, который игнорируют все. И никто ничего с этим не делает. И теперь еще раз объясню, почему такой результат, который получили ребята, результат, который во многом превзошел все наши ожидания, я не могу назвать даже на 50% завершенным. И опять же, это лично я не могу его назвать завершенным, потому что в моем представлении о финальном результате это после прохождения этапа полного укрепления. То есть, когда мы на этот результат создаем полностью новый мышечный каркас, который позволяет человеку не просто стоять ровно или выглядеть ровно, а он позволяет ему совершать все те же самые действия, которые он и делал раньше, но в новом теле с новой абсолютно биомеханикой всего организма. Без возвращения к старым способам искривления или какой-то компенсации каких-то телодвижений. Да, результат у ребят очень классный. И несколько раз это было действительно прям вау-эффектом для всех нас, что мы получаем именно такой результат, потому что мы действительно в годовой группе идем против всей системы. То есть каждому из этих людей сказали, что тебе только операция, потому что такие искривления не исправляются. Можешь носить корсет, но это временное все решение. Боли людей достают. Жить как бы становится так сложно и невозможно. Во всяком случае, я это прекрасно понимаю. У меня это случилось, как мне казалось, в адекватном возрасте. Там началось в 23, и к точке своей я пришел в 26, в 27. А у ребят началось в 16, 17, 18, а в 20-22 они уже пришли как бы к точке предела, что так жить невозможно. И опять же очередной анонс для тех, кто досмотрел это видео до конца. Годовая группа восстановления позвоночника 2025. В этом году будет только 8 мест, потому что все 7 человек из этой группы переходят на следующий год. И в прошлом году я взял максимум 10 человек, в этом году возьму 15 человек. Соответственно, осталось 8 мест, и уже 3 места забронировали за эту неделю. Осталось поэтому 5 мест для тех, кто досмотрел это видео до конца, и кто понимает всю суть того процесса, которым мы тут занимаемся. Пожалуйста, отправляйте ваши заявки через сайт. В этом году в годовую группу уже пришло несколько заявок от людей постарше, 40-60 лет. Посмотрим, что у нас получится сделать, работая в таком возрасте. Но там, конечно, заранее прогнозирую, будет немного сложнее, а может быть где-то и гораздо сложнее. Почему? Потому что сколиоз, которому 10 лет, 15 лет, и сколиоз, которому 40-45 лет, это совсем разные случаи. То есть там будет более плотная адаптация. Ну и общее состояние организма из-за возраста, это, конечно, не ко всем относится, потому что у некоторых, как оказалось на практике, в 50 подвижность организма может быть лучше при тех же самых болезнях, чем у человека 25-30 лет.